Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Соломаха, и я продолжаю рассказывать вам о различных аспектах жизни в Америке. Куда вкладывают деньги американцы? Половина жителей Соединенных Штатов инвестирует в фондовый рынок. Почему? Для простого человека это самый быстрый и наилучший способ приумножить свой капитал и даже сколотить целое состояние. Это видео будет интересно тем, кто хочет узнать, что такое фондовый рынок, как он работает, а также тем, кто любит капкейки. Причем здесь капкейки? Чтобы объяснить, что такое фондовый рынок, я проведу простую аналогию. Представим, что есть девушка Натали, которая умеет делать вкусные пирожные, печенье, тортики. Она выпекает их на кухне и сама продает. Довольные клиенты рекомендуют сладости Натали своим друзьям. Дохода хватает, чтобы обеспечивать всю семью, но предприимчивая Натали хочет пойти дальше и расширить свой бизнес. Она решает взять на развитие бизнеса кредит в банке, однако банк ей отказал, потому что у нее нет кредитной истории. Что делать, если большие инвесторы отказали? Есть другой вариант – обратиться за инвестициями к простым людям. Натали предложила своим клиентам, а также их друзьям купить у нее акции компании «Сладости Натали» по $10 за штуку. В реальной жизни это называется IPO – первичное публичное размещение. Она не была обязана это делать, но Натали также пообещала выплачивать дивиденды по акциям. Инвесторам это вдвойне приятно. Благодаря этим средствам Натали смогла приобрести мини-пекарню, расширить ассортимент и открыть несколько точек сбыта своей продукции. Через год ее процветающий бизнес так разросся, что другие люди стали предлагать клиентам Натали выкупить у них акции по $20 за штуку. В реальной жизни акции компании можно купить или продать на бирже. В США самые популярные биржи – это Нью-Йоркская и NASDAQ. Когда компания выходит на IPO, то есть делает первичное публичное размещение своих акций на бирже, она превращается из частной в публичную. Такая компания становится достоянием общественности. Акция, или по-английски share, еще говорят stock, это доля публичной компании. Если вы владеете акцией какой-либо компании, это означает, что вы владеете долей этой компании и имеете право на часть ее прибыли. Зачем компании становятся публичными? Это делается для того, чтобы собрать много денег, которые можно будет потратить на исследования и расширение бизнеса. Зачем люди, такие как вы и я, покупают акции? Чтобы заработать на этом денег. Это происходит благодаря а. росту рыночной цены акций и б. дивидендам. Не все, но многие компании выплачивают инвесторам дивиденды. Обычно это происходит ежеквартально. Доходность инвестиций в акции берется из умения бизнеса получать прибыль от своей деятельности. Итак, основная цель фондового рынка – это делать деньги. Как работает фондовый рынок? В наши дни все происходит онлайн, и ценные бумаги находятся не в бумажном виде. Чтобы человек мог купить акции, ему нужно выбрать брокерскую компанию и открыть в ней счет. Напрямую этого сделать нельзя, нужен брокер. Это похоже на то, как вы открываете счет в банке, если вам нужно совершить банковскую операцию. Также и здесь. Вам нужен посредник, у которого есть право покупать и продавать ценные бумаги на бирже. Биржевой брокер – это не игрок фондового рынка, а обслуживающая контора. Как выбрать брокера? Если у вас открыт счет в крупном банке, для удобства можно работать с брокером, аффилированным с этим банком. Например, в Bank of America это Merrill, в Chase Bank это JP Morgan Securities, в Wells Fargo это Wells Fargo Advisors. Вот еще список популярных в США брокеров. Могут ли граждане других стран инвестировать в фондовый рынок США? Да. Для этого необходимо открыть инвестиционный счет в американской брокерской компании, у которой есть лицензия на международную деятельность. Нужно будет подать больше документов и пройти соответствующую проверку. На сайте brokerchooser.com можно найти список из 5 лучших брокеров, открывающих счета жителям вашей страны. Брокеры в Америке банкротятся редко, но все же обратите внимание, если у брокера, которого вы выбрали, страховка от SIPC. Нерезиденты и не граждане США имеют право на такую же защиту от SIPC, как и все другие клиенты. Дальше инвестор формирует свой инвестиционный портфель, по-английски портфолио. Обычно покупают акции, а также облигации, по-английски bonds. Общее правило гласит, что чем старше человек становится, тем больше в его портфеле должно быть облигаций и меньше акций. Облигации более стабильны в цене, но доходность по ним ниже, поэтому молодые инвесторы предпочитают акции, а не облигации. Дальше есть такое понятие, как диверсификация портфеля. Некоторые эксперты рекомендуют покупать акции компаний из разных отраслей и даже разных стран. Есть такая поговорка: не клади все яйца в одну корзину.
Также и здесь не вкладывайте все деньги в один инструмент. Не все эксперты согласны с данной рекомендацией. Например, самый известный в мире инвестор Уоррен Баффет считает, что диверсификация – это всего лишь защита от невежества. Он тратит недели и месяцы на изучение и анализ компаний, чтобы найти один хороший бизнес с большим потенциалом, чтобы не распыляться, и вкладывает в этот один бизнес большие средства. Но если у вас нет навыков и времени на глубинный анализ, то диверсификация выглядит как вполне оправданный подход. Какие акции покупать и когда их продавать? В свое время из-за этих вопросов у меня был страх перед фондовым рынком. На самом деле, для того, чтобы приумножить свой капитал на фондовом рынке, акции необходимо купить и держать очень долго. Купи-продай – это удел трейдеров. Они зарабатывают на том, что покупают акции подешевле и продают подороже. Но таких людей, как вы и я, трейдеры совершенно не интересуют. Инвесторы зарабатывают на том, что покупают акции на длительный срок и продают их лишь тогда, когда им перестают платить зарплату или их бизнес перестает приносить им доход. Например, когда они выходят на пенсию. Обычно инвесторы покупают акции тех предприятий, которые им нравятся и в которые они верят, например, Amazon или Tesla. Но если вы не знаете, в акции каких компаний инвестировать, есть смысл доверить свои кровные паевому инвестиционному фонду. Такие фонды управляются профессиональными финансовыми менеджерами, и их портфели достаточно диверсифицированы. Но участие в паевом фонде может быть для вас дорогим удовольствием, потому что менеджеру фонда нужно платить солидную зарплату. В среднем менеджер фонда будет ежегодно забирать себе около 1% ваших активов, а это немало. Выходом здесь может стать индексный фонд, который по сути управляется компьютером и следует за индексом. Индексные фонды стали в последнее время чрезвычайно популярными, потому что они недорогие и достаточно эффективные. Плата за участие в таком фонде составляет всего 0,04% в год, а доходность индексных фондов в итоге оказывается выше, чем доходность паевых фондов, которыми управляют живые люди. Это объясняется тем, что менеджер может принять как хорошее финансовое решение, так и плохое. Что такое фондовый индекс? Это измерение некоторых или всех акций на фондовом рынке. Самый популярный в Америке индекс – это S&P 500. Это индекс фондового рынка, который показывает, насколько хорошо фондовый рынок работает в целом. В него входит около 500 крупнейших компаний США – Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tesla и другие. Итак, как простой человек может заработать на фондовом рынке? Не нужно ничего покупать и продавать. Самый простой и надежный способ – это вложить деньги в какой-нибудь индексный фонд, выбрать опцию реинвестировать дивиденды и забыть об этом на 20, а лучше на 30 лет. Пусть лучшие бизнесмены Америки, такие как Билл Гейтс, Джефф Безос и Илон Маск, работают на вас и приумножают ваши деньги. Сам Уоррен Баффет советует вложиться в недорогой индексный фонд S&P 500. Buy an S&P 500 low-cost index fund. Во все времена средняя доходность американского фондового рынка с учетом всех колебаний составляла около 10% в год. Поэтому ваши 10 тысяч долларов сегодня могут через 30 лет превратиться в 150 тысяч. Конечно, вам нужно будет заплатить с этих денег налог на прирост капитала, но это уже совсем другая история. Если вам понравилось это видео, нажмите лайк. Или можете поставить дизлайк и написать в комментарии, что вам не понравилось. С вами был Юрий Соломаха. Спасибо, что досмотрели до конца, и до новых встреч на канале.